Хорошо. Доброе утро. И доброе утро тем, кто у нас на удаленном участии. Мы начинаем сегодня встречу с Маршей Рейнольдс, которая очень активный участник в создании и продвижении в развитии коучинга и Международной федерации коучинга. Для того, чтобы встреча у нас посвящена тому, как мы можем развиваться вместе, как лучше наращивать профессиональный опыт и опыт работы в организации, которая является некоммерческой, которая поддерживает именно развитие профессионализма и стандартов ICF во всем мире. Я очень короткое вступление сделаю, а потом слово передам Марше. Расскажу, как мы сегодня проведем время. Короткое вступление от меня, потом мы подключим приветствие от ICF Global, где сейчас проходит форум лидеров, международный лидеров ICF в Дублине. Они прислали видеозапись приветствия, и потом мы передадим слово Маршей Рейнольдс. Она расскажет то, о чем мы написали, да, что будет входить в ее темы, и в конце ответит на вопросы желающих. Вопросы можно будет задавать также и тем, кто у нас на удаленном доступе, и вы будете присылать просто их в чате. Итак, очень короткая справка. ICF в России существует и зародилась в 2002 году, когда еще слово коучинг не существовало. И задачей, такой моей целью было, когда я основала представительство ICF глобального, и официально подтвердили мы эти права и эту договоренность. Целью было создать и развить именно сообщество коучей, создать эту профессию в России. И на это ушло 7 лет. То есть 7 лет я была единственным лидером, который за все эти 7 лет присоединялись волонтеры к тому, чтобы развивать ICF, развивать профессиональный коучинг у нас в стране. Через 7 лет появился первый желающий президент, который взяла на себя эту ответственность, эту роль и продолжала двигать дальше дело, начатое в 2002 году, Наталья Долина. И ее срок президентства был 3 года, 2 года, и мы еще добавили еще 1, потому что очень важно было вырастить критическую массу, как мы называли, именно коучей-профессионалов, которые и работают по стандартам ICF, которые очень хорошо знают и философию, и этику, и кодекс коуча ICF, и компетенции, профессиональные компетенции. И дальше у нас уже процесс пошел так же, как он идет на уровне глобальной организации. Мы являемся частью глобальной организации Международной федерации коучинга. Следующим президентом была Ирина Шелудько, и все фотографии у нас здесь на слайде должны быть. Сейчас их поставить, попроси, пожалуйста, они от нас исчезли. И после Ирины Шелудько президентом возглавила ICF Елена Челакиди, она сейчас отошла, сейчас она вернется. И каждый президент являлся вкладом в то, чтобы развивалось наше профессиональное сообщество. И мы создавали конференции, встречи международные, участвовали во всех мероприятиях, которые связаны с ICF Global. И сейчас, в данный момент, президентом ICF является Александр Прицкий, который выполняет свою роль. И сейчас, недавно у нас прошли выборы, и президент-элект, то есть на следующий срок, выбрана Нелли Шумилова, и мы дадим ей тоже слово, она выступит, обратится к аудитории. Целью нашей встречи сейчас, вот сегодня, да, является то, как мы более эффективно, воодушевленно и приверженно будем развиваться дальше. И нас поддерживает все международное сообщество, и сейчас я хочу попросить, чтобы подключили видеозапись обращения из Дублина тем, кто сейчас участвует в форуме лидеров ICF. Вот здесь вот Алла Казаева, Вероника, региональный менеджер, и Ольга Юдина, член Совета директоров России. Здравствуйте.
Мы сегодня приветствуем участников вашего собрания, которое проходит в Москве, из Дублина, где проходит ICF Global Leaders Forum. Я Алла Казаева, менеджер развития ICF в регионе Европа, Ближний Восток и Африка. Хочу передать вам привет от волонтеров, членов Совета директоров ICF Global. У вас сегодня есть уникальная возможность услышать о том, какие преимущества, какие ценности в членствах есть у тех, кто организовывал российское отделение, и от Маршей Рейнольдс, которая была членом Совета директоров ICF Global. Я хочу объединить приветствия от членов ICF Global сегодня из Дублина и пригласить вас задавать вопросы тем опытным членам ICF, которых вы встретите сегодня. И со мной сегодня здесь, в Дублине, мои коллеги. Вероника. Thank you, Anna. I'm Veronica Lysett. I'm Strategic Regional Director for Europe, the Middle East and Africa. And it's my absolute privilege to be able to send my greetings to you, and I hope that you have a very enjoyable time. Essentially, I wish to give you all the best greetings from our global community. We are a global community here. This is very obvious in Dublin, made up of 170 leaders from all around the world, representing our 35,000 members. So my greetings from this community to you today. Ольга. Да. Добрый день, коллеги. Я Ольга Юдина, глава комитета по сертификации ICF Russia Chapter 2018-2019. И вы знаете, я очень по-простому скажу. Сегодня на одном из мастер-классов мы делились опытом. Я была очень рада, что наш чаптер по категориям маленький, средний и большой входит в категорию больших. У нас сейчас 399 человек, 1 человек до 400 и 101 человек до того, чтобы быть совсем большим чаптером, и наш сайт переведен будет на русский язык. Но это еще не все. Самая главная идея, которая сегодня вот для меня выводом является, такая. Я смотрю, здесь около 170 лидеров из 75 стран. И за ними, за каждым из лидеров стоит чаптер, стоит отделение, маленькое или большое, но я чувствую действительно вот эту глобальность, вот эту глобальную принадлежность к огромному, самому большому сообществу коучинга в мире. И я себе сегодня задавала вопрос, почему ICF самое большое коучинговое сообщество в мире? И мне кажется, я сегодня такой вывод сделала, потому что ICF, быть коучем ICF, это получить уникальные преимущества, представлять золотые профессиональные стандарты по всему миру. И вот для меня это сегодня самая главная мысль. Я ее не только понимаю, но я ее ощущаю. Мы все вместе желаем вам очень интересного, плодотворного собрания сегодня. Всего доброго из Дублина. Thank you. Specific rules of how you escalate issues. Есть определенные правила, согласно которым вы можете эскалировать ситуацию и те вызовы, с которыми встречаетесь. You have Allah. Есть Алла Казаева. And then there are different layers then that it goes through all the way up to the global board. И таким образом там есть разные слои, которые идут дальше до глобального совета. Okay, so these things don't. This is what destroys a chapter. Это, в общем, то, что разрушает на самом деле работу чаптера. Leaders are there for coaches, for the profession. Потому что лидеры, они для того, чтобы поддерживать коучей, для того, чтобы поддерживать профессионалов, профессию. To be the model of ethical values. Для того, чтобы быть по-настоящему моделью, любой моделью этических ценностей. And that's why there's definitely guidelines of how to escalate issues. Поэтому действительно есть стандарты, по которым идет эскалация такого рода вызова, ситуации. Any member can escalate an issue. И любой, на самом деле, член ICF, он может
какую-то проблему, да, If скалировать это выше. If you feel as a member that you're not being represented by your leaders, then you need to say something. Если вы чувствуете, как член Международной федерации коучинга, что как-то вы чувствуете дискриминацию со стороны ваших лидеров, вы нужно об этом говорить. Because your chapter also represents you to the world. Потому что ваш чаптер также является системой, которая представляет вас окружающему миру. Okay, and the strength of your chapter is critical to the strength of coaching in your country. И сила вашего чаптера, она имеет критическое значение для того, чтобы усилить позиции коучинга в вашей стране. Okay? Does that answer your question? Это как вам, это отвечает на ваш вопрос? Спасибо, Маша. И Маша. видео мы в конце включим, звук не получается. И сейчас мы дадим время Нелли Шумиловой, все знают, да, это президент, выбранный на 2020-2021 год, она очень коротко обратится. Надеюсь, что сейчас получится. Вы нас подключите, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Я хочу попросить вас дать обратную связь. Слышно ли меня? Да. Я рада поприветствовать вас на таком чудесном мероприятии. Сегодня я смотрела на то, как идет подготовка в зале, как включаются в чат новые имена. С радостью видела знакомые лица. И сейчас действительно идет большая глобальная конференция в Дублине. И, конечно же, это такой очень яркий и очень значимый пример о том, как, объединяя профессионалов, меняется мир, как одновременно происходит столько значимых событий. Я смотрела на все это со стороны и вспоминала, как совсем недавно была в России, в регионах, в Ульяновске, в Ростове-на-Дону, в Нижнем Новгороде, в Москве. И за последнее время очень много общалась с начинающими коучами, с членами ICF. И я совершенно согласна со Светланой Юрьевной о том, как важно коучам, входя в профессию, развивать свой профессионализм, чувствовать себя уверенными в профессии, чувствовать внутри себя силы быть коучем для своих клиентов и создавать лучшие процессы в коуч-сессиях. При этом для них, конечно же, очень важно и дорого чувствовать себя востребованными, нужными, узнаваемыми на рынке. И такие мероприятия – это, наверное, один из лучших примеров того, как ICF создает культуру открытости, профессиональной поддержки и поддерживает ценность постоянного развития. Я хочу поприветствовать всех тех, кто сейчас находится вживую на этой встрече и может подарить друг другу улыбки, и тех, кто в чате, и тех, кто будет, возможно, смотреть это выступление в записи, потому что для нас это огромный ресурс, это то, что происходит здесь и сейчас. И я желаю всем, кто будет на этой встрече, чувствовать то, что происходит, быть с открытым сердцем, быть с открытым разумом. И тогда действительно эти события будут важными и значимыми в карьере не только начинающих коучей, но и для профессионалов, поддерживая принцип постоянного развития. Я буду с вами, буду в чате с большим любопытством наблюдать за тем, что происходит, и тоже вместе с вами учиться. Удачи, всем хорошего дня. Спасибо. Айша. Please. Okay, you can turn the lights back on. Да, можно включить свет, пожалуйста. Спасибо. Хорошо, да, все, вычту симся. Да, спасибо. Как слышно сейчас? Там есть ключ в чате? Окей. Как слышно сейчас в чате нас? Скажите. Хорошо, спасибо. Лучше, спасибо, коллеги. Как сникерс, да? Съел сникерс. Ну как сейчас, лучше. Okay. So I'm going to start and share with you a little bit about the history of ICF. Ну что же, я начну и поделюсь с вами с историей ICF. In the beginning. В самом начале. There were two people that started coaching schools. Было два человека, которые начали коучинговую школу. Okay, there was Thomas Leonard and Laura Whitworth. Томас Леонард и Лора Уитворth. Because they saw the power of coaching and knew it would be very important.
Они видели силу в коучинге, и они знали, что это будет по-настоящему важно. But it was Thomas Leonard who started, from Coach U, who started the ICF. Но это был Томас Леннард, кто как раз работал как коуч в Исландии, который, собственно, стартовал ICF. Originally, he did it because he thought that it would be his way of bringing more people to his school. Сначала он думал о том, как привлечь с помощью ICF как можно больше студентов в свою собственную школу. But it was the original ICF leaders that said, no, we must be an independent association representing all coaches. Но были лидеры, которые сказали, мы должны быть ассоциацией, которая будет представлять всех коучей. As you see, Laura Whitworth also started a different association. Ведь Лора Уитворт, она тоже начала организовывать другую ассоциацию. But after a few years, the two merged. Но после 2 лет эти две ассоциации объединились. And it was a very tough negotiation. И это был очень сложный процесс переговоров. Because I was there. Потому что я там была. But the other association had made some bad judgments and they owed money. Но другая ассоциация, у них были такие негативные суждения, так называемые старые деньги. So the president at the time of the ICF said, we will pay your bills, but the new association will retain the name of the ICF. И поэтому такая была концепция, что мы оплатим ваши счета, а организация получит имя ICF. Half of their board was very angry with that. И часть совета директоров, они были очень настроены против этого всего. And they left the room. И они вышли из комнаты. But the other half said, it doesn't matter. What matters is that we stand together to create a strong association for coaches around the world. Но другая половина сказала следующее. Это не важно, то, что сейчас происходит. Важно то, что мы создадим нашу ассоциацию, которая будет одна из самых сильных ассоциаций, мы будем вместе. So they were even willing to give up their identity to stand for coaching. Потому что они даже были готовы расстаться со своими собственными идентичностями для того, чтобы сохранить единство в коучинге. And by that time there were about 5 or 6 schools. И в то время как раз было порядка 5-6 коучинговых школ. So they all joined into the ICF. И все они присоединились к ICF. And ICF truly became a global association representing all coaches. И таким образом ICF стала ассоциацией, которая представляет всех коучей. And coaching approaches. И коучи стали присоединяться. But it was very early on in just the first few years of ICF. Это было самое начало, самые первые годы становления Международной федерации коучинга. That we knew we would not be able to stand in the marketplace without competencies, ethics, and a strong definition. И мы знали совершенно точно, что мы не сможем отстоять свое место на рынке без этического кодекса, без стандартов ICF и сильного такого бренда, сильной идентичности. And in fact, it was in the 3rd year of the ICF that we started doing credentialing. И по сути это был 3-й год становления ICF, когда мы стали разрабатывать стандарты профессионального коучинга. The first credentials were MCC. Первые были MCC, первая была сертификация это MCC. Then we had a PCC. Потом появились PCC. But ACC didn't happen for many years. Но ACC, сертификация ACC не происходила на протяжении многих лет. The only reason that we had an ACC was we were finding that many countries was difficult for them to get coaching hours for PCC. Причины, по которым был введен стандарт ACC, потому что во многих странах было очень сложно набрать часы для того, чтобы получить сертификацию PCC. But we needed MCCs and PCCs
who speak the language to assess everyone else. Нам были необходимы MCCPC для того, чтобы они могли говорить на одном языке и поддерживать всех остальных. So we had to find a way to get people, to give people a credential to be able to start assessing and mentoring. Поэтому нам было необходимо выдавать людям сертифицировать для того, чтобы они могли осуществлять менторинг и ассессмент для всех остальных. And encourage them to stay with it to get their PCC and MCC. И вдохновлять на их пути для того, чтобы они оставались MCC и PCC. Okay, so that didn't happen until like 5 or 6 years into the ICF. И это вот то, что происходило в течение 5-6 лет становления ICF. In fact, we weren't even chartering chapters till like 2001, but 5-6 years into the ICF. И по сути не было у нас даже такого чаптера, да, системы чаптеров в первые годы становления ICF. I mean, before that, anybody could just say, okay, we're a chapter. Потому что до этого можно было сделать так: хорошо, вот мы сейчас будем чаптерами, и так и было. And that didn't work. И это не работало. And it's why we have guidelines and ethics for И именно поэтому у chapters. нас есть теперь гайдлайны для этический кодекс для чаптеров. Because we realized we needed to have that. Потому что мы обнаружили то, что для нас это просто необходимо для того, чтобы мы работали. Because we had ICF chapter leaders that didn't like the ICF. Потому что у нас есть примеры, когда лидерами чаптеров были лидеры, которые не любят ICF. And that wasn't good. А это было не очень хорошо. So I can even remember the very first competencies and writing them and how hard that was. Я помню самые первые моменты, когда мы стали создавать первые самые компетенции, как они писались вручную, как сложно это было. But yet they have stood the test of time. Но это то, что необходимо было тестирование времени. The reason why we had to have this is that we had to differentiate between therapy and consulting. Почему это заняло так много времени? Нам необходимо было отстроиться от терапии и консультирования. Because there are similarities in approaches. Потому что, конечно же, есть определенные схожести в подходах. But the ICF definition of coaching is what makes us stand out. Но ICF определение коучинга то, что отделяет нас от остальных поддерживающих. A consultant is an expert. Потому что консультанты, они являются экспертами. And actually so is a therapist. И точно так же можно сказать про терапевтов. A doctor-patient relationship Отношения такие, как доктор-пациент. means I must heal you or fix you. Это означает то, что я должен тебя вылечить или починить тебя. But the ICF definition says, I am your partner. Но определение ICF говорит о том, что я являюсь твоим партнером. I believe you are creative, resourceful, and whole. Я верю по-настоящему, что ты полон ресурсов, что ты креативен и целостен. And if I can just help you reflect and think about how you see things, Если я помогу быть таким своеобразным отражением тебя, я помогу тебе, поддержу тебя в том, чтобы ты увидел вещи, you will see your own solutions without me having to tell you. ты найдешь свое собственное решение, и нет необходимости давать тебе совет, как это сделать. This is what differentiates. И это то, что отличает нас. Now, in reality, when you coach, you will probably mix in some things. В реальности, когда вы работаете как коуч, вы можете смешивать какие-то вещи. But you still must be very clear about what is coaching. Но здесь необходимо быть совершенно ясным и прозрачным в понимании, что же такое коучинг. You know, I was telling Svetlana Я как раз говорил Светлане, that in my research for my new book next year, в своих исследованиях, в своей новой книге, которая выходит в следующем году, I found the foundation of coaching.
я нашла само обоснование коучингу. It is not psychology Это не психология. or any type of therapy. Это не является типами какой бы то ни было терапии. It's in educational philosophy. Это образовательная философия. Okay, that it was actually an educational philosopher named John Dewey Это образовательная философия, которая прошла от Джона Дуи, who defined for teachers the reflective inquiry process. который выделил 4 учителей, которые были занимались похожим процессом. Where they were trying to teach teachers how to use questions to help their students think. И они занимались тем, что они обучали других учителей, чтобы задавать вопросы студентам, которые позволяли им активировать их мышление. That by combining the scientific process of critical thinking Соединяя процесс такого научного критического мышления, where we examine what we believe to be true to see what isn't really true, где мы экзаменируем таким образом, что является правдой, а что является не совсем истиной, what is it we know and don't know, что мы знаем, а что мы не знаем, so we can then explore beyond the frame для того, чтобы мы могли провести исследование за рамками той ситуации, в которой находимся. So when I reflect back to you, it seems that you believe this. Потому что когда я возвращаю в таком отражении, мне кажется, что ты веришь в это. How do you know that to be true? Как ты понимаешь, что это правда? What else is possible? Что становится тогда возможным? And then I, through inquiry, help you look into what the framing of the situation in a broader way. И тогда через исследование можно сделать такой своеобразный рефрейминг ситуации в более широком видении ее. That's what we do as coaches. И это то, что мы делаем в качестве коуча. And so it's very different from therapy and consulting because I believe in your capacity that you don't need me to tell you. Это очень отличается от терапии или консультанта, потому что я верю в твою возможность, что ты можешь сделать это сам. I just help you to critically think in a way you can't do for yourself. И я предоставляю тебе возможность выработать свою собственную стратегию такого критического мышления, как сделать это действие наилучшим образом. You don't do it for yourself because you protect the way you see the world. Вы сами для себя это не делаете, потому что вы как будто защищаетесь от этого мира, защищаете сами себя. If I try to reflect on my own, Потому что если я буду отражателем, зеркалом для самого себя, I'll just rationalize why I think that потому что way. я начну сразу же рационально описывать картину мира, почему я думаю так или иначе. And then there's social pressures for me to think a certain way. Приходит некое социальное давление, почему я думаю именно таким способом. My fears, Мои страхи, what I want to be true. что я хочу, чтобы было по-настоящему правдой, что является истиной. But if you, as an external source, Но если вы являетесь таким сторонним ресурсом, внешним ресурсом, you summarizing, sharing what you hear, and then ask about that. вы суммируете, вы делитесь тем, что вы услышали, и вы спрашиваете, задаете открытые вопросы. You help me think more critically for myself. Вы позволяете мне думать более разносторонне, более с разных критических сторон о самом себе. But this is why it all depends on how you listen and not how you memorize questions. Но это зависит от того, как вы слушаете, а не то, как вы запоминаете вопросы. Or models or tools. Или модели, которые используете, или инструменты. It's an interactive process with your Это client. интерактивный процесс с вашим клиентом. I will use your words. Я буду использовать твои слова. I share what you give to me. Я буду делиться тем, что ты предоставил мне.
And I just hold it up so you can see it, И я просто одену это для того, чтобы ты это увидел сам. which will help you think for yourself. И это позволит тебе подумать о самом себе. So this process actually comes out of the educational world. И, в общем-то, этот процесс, он на самом деле пришел из образовательного мира, системы образования. Which was my second master's degree. И, собственно, это как раз было моим вторым мастерским образованием, магистерским образованием. So that's why it's often confused with therapy and consulting. И это вот то, что обычно смущает терапию и консультантов. Okay. So I don't believe that a lot of people understood the foundations, but they saw what worked. Я понимаю, что многие люди не понимают такого основания, но они знают, что это работает. And because it's so powerful, coaching grew quickly around the world. И поскольку это настолько мощный инструмент, то коучинга становится все больше в мире. I was the global president in the year 2000. Я была президентом, мировым президентом ICF в 2002 году. When I started, we had 1,500 members. Когда я начала свою позицию президента, у нас было 50 тысяч человек. By the end of the year, we had over 3,000 members. 15 тысяч было, а стало how many members became afterwards? Okay, we went from 1,500 1500 членов было, господи. to 3,200. В 2003 2000. Okay. Today, there's over 30,000. А теперь более 30 тысяч человек. And more than 25,000 people hold credentials. И более чем 25 тысяч человек, у них есть сертификация по стандартам ICF. Over 130 chapters in the world. Более 130 чаптеров по всему миру. Over 70 countries. 17 стран. Более 17 стран. 70 стран, sorry. And every ICF member has to have a certain amount of coach training. И каждый из членов ICF, у него есть определенное количество коучинговых тренингов, коучинговых часов, которые он прошел. So even if you don't have a credential, То есть даже если у вас нет сертификации, if you're an ICF member, it represents that you at least understand the distinction of coaching. если вы являетесь членом ICF, это говорит о том, что вы понимаете, что такое коучинг. У вас есть часы. And hopefully, you're supposed to adhere to the ICF ethics. И я надеюсь, что вы следуете также этическому кодексу ICF. So it's just amazing to me how from the very beginnings we were very tiny, but we believed in coaching. Это так, меня это восхищает. С самого начала мы были такими небольшими, но мы так верили в коучинг. And every year when we had a global conference, they would show the flags of all the different countries. И теперь, когда каждый год у нас есть международная коучинговая конференция, мы видим флаги разных стран. And it was always just made my heart big to see how big coaching. И мое сердце становилось, начало биться, становиться больше, когда я видела, насколько большим становится коучинг сейчас. We had the first European coaching conference in 2001. В 2001 году была первая европейская конференция коучинга In Switzerland, you were there. в Швейцарии, и вы там были. And that's where I met Svetlana. И там как раз я встретил She Светлану. forgets. Она, может быть, уже не помнит. I remember. That was so exciting. Было по-настоящему вдохновляюще. And now there's, conferences in Asia, conferences everywhere. А теперь конференции проходят в Азии, да они по всему миру теперь проходят. When the ICF started, Когда ICF начал свое развитие, it was initially focused on
life coaching and small business coaching. ICF был сфокусирован на лайф-коучинге и коучинге малого бизнеса. I was actually the very first corporate coach to be president. По сути дела, я была первым корпоративным коучем, который работал с президентом. And I had a mission. И у меня была миссия. That it was important that the ICF had leadership and executive coaches. Это важно действительно для ICF, чтобы там были лидеры и коучи, executive коучи. To be seen as credible in the world. Для того, чтобы они видели такую значимость себя в мире, организация была значимой. And part of that was because Europe was more executive and leadership coaching. И часть этого движения была Европа, где было больше как раз executive коучей и коучей, которые работали с лидерами. Not that much life coaching. Не так много было life коучинга. And because they also knew that's what was going to sustain the ICF. Потому что они тоже знали, что это позволит ICF состояться как организация. Now globally, 62%, more than half of the coaches in the world are executive leadership coaches. Сейчас, если посмотреть на такую глобальную развертку, 62% коучей являются коучами лидеров и executive коучами. Then small business coaching. После этого идут коучи, которые работают с малым бизнесом. And life coaching only represents 13%. И лайф-коучи составляют только 30%. 13%. 13%. And they see that this trend will continue. И они наблюдают о том, что данный тренд он будет продолжаться и дальше. That actually the greatest growth of coaches are internal coaches. И знаете, самый большой рост идет во внутренних коучах. But don't let that scare you. Но пускай это вас не пугает. Because most companies have internal coaches for middle management. Потому что во многих компаниях есть свои внутренние коучи для среднего менеджмента. But top management is still external coaches. Но топ-менеджеры, они по-прежнему нанимают внешних коучей. But more and more companies are requiring MCC. И все более и более компаний, они требуют, чтобы коуч был сертифицирован как MCC. Maybe PCC. Может быть, PCC. But they recognize the ICF credential. Но они распознают действительно и ценят сертификации ICF. So there are other credentials in the world. То есть есть другого рода сертификации во всем мире. But none of them come anywhere near the visibility of the ICF credential. Но ни одна из них не сопоставима по своей видимости, по своему значению, узнаваемости, как сертификация ICF. So you can go get another credential. То есть можно, конечно, пойти получить другие сертификаты, But you're going to find if you work with companies that many of them know about ICF. Но вы обнаружите для себя, что многие компании, они знают, что такое ICF, что такое сертификация ICF. If you do the personal coaching, если вы проводите личный коучинг, the trends are still more where people might want a coach to help them with their career. вы можете обнаружить для себя, что люди хотят больше такого карьерного коучинга, to define their career, то, что определить свой карьерный путь, or to transition to a new career. или чтобы была поддержка в момент смены карьеры. Maybe then health and wellness or relationships. Возможно, также есть потребности в коучинге в сегменте здоровья и поддержки состояния или отношений. So if you're going to do personal coaching, you need to have a specialty. Таким образом, если вы планируете заниматься персональным коучингом, вам необходима специализация. They find it doesn't work anymore to say I'm a life coach. На сегодняшний момент так не работает, сказать просто я вот лайф-коуч. You have to say I'm a career coach. Вам необходимо идентифицировать себя, сказать, я, например, карьерный коуч. A relationship Или coach. я коуч, который специализируется в отношениях. Okay, it has to be specific. Это должно быть определенным направлением. But still, they see the fastest growing is around leadership and executive
coaching. И тем не менее, все равно самый большой рост идет в коуче, которые работают с лидерами и executive коучем. And more nonprofits are utilizing coaching. И все больше и больше организаций, которые не прибыльные, некоммерческие организации, спасибо. Некоммерческие организации используют все больше и больше коучинга. And a lot of coaches will like give a discount to a nonprofit. И многие коучи, они получают определенного рода, предоставляют специальные скидки, специальные условия для некоммерческих организаций. And many successful coaches will always have at least one or two clients for free if they're doing good social change work in the world. И многие коучи, они берут даже бесплатно клиентов, потому что они осуществляют такие социальные изменения, они поддерживают позитивные социальные изменения в мире. I do. Я делаю это, например. And what we're finding is that coaching is making a difference in the world. И то, что мы обнаруживаем, что коучинг действительно создает разницу в мире. So not only are we impacting corporate cultures, Поэтому мы не только влияем на корпоративную культуру и развитие, but we have coaches who are coaching government leaders, но у нас также есть коучи, которые работают и поддерживают лидеров в правительстве, and people who are focused on making the world a better place. и людей, которые хотят создать этот мир еще лучшим местом для жизни. So coaching has become a very important piece of our growth in the world. Таким образом, коучинг является очень важным элементом нашего развития, роста и создания лучшего мира. And what we're finding is that that the younger generations now, they know about coaching. То, что мы обнаруживаем сейчас, что более молодые поколения, они уже знают кое-что о коучинге. And they actually seek it out. So where the older generations may be skeptical, И они уже ищут туда, в то время как более такие зрелые поколения, они могут быть достаточно скептично настроены по поводу коучинга. it's becoming much more normal that you have a coach. Это становится уже нормой, в том, что у вас есть коуч. You know, with the younger generation. Это то, что касается молодых поколений. I have a client in China У меня есть клиент в Китае, that she asked me to coach her teenage daughter. и она попросила меня, чтобы я работала с ее дочкой на тинейджере. Of course, she wanted me to tell her what to do. И, конечно же, она бы очень хотела, чтобы я сказала, что и как ей делать. But her daughter said to me, I know about coaching. Но дочка сказала следующее: я знаю, что такое коучинг. And I know what my mother wants me to tell you to tell me. И я знаю, что моя мама сказала тебе. But I don't want to talk about that. Но я не хочу говорить по этому поводу. I want to talk about my relationships with my friends. Я хочу, чтобы мои коуч-сессии были связаны про отношения с моими друзьями. And I want you to coach me. И я хочу, чтобы это был коучинг для меня. Okay, we did. Да, и мы это сделали. Her daughter now has her own coach. И теперь у дочки есть свой собственный коуч. And is hoping when she goes to college that she becomes a coach too. И теперь она мечтает о том, что когда она пойдет в колледж, она будет коучем тоже, уже сама. So we're finding that the younger generations are even many of them saying, I may become a coach. Потому что то, что мы наблюдаем, что многие из молодых поколений, они смотрят на это и говорят: а может быть, я буду тоже коучем. So coach training can be used to be a coach, but it's also used for being a leader. То есть коучинговые тренинговые программы, они могут быть для того, чтобы стать коучем, а может быть для того, чтобы стать лидером, To be a good team member, а может быть эффективным членом команды, to be a good parent. а может быть хорошим родителем. So coach training is no longer just
for coaches. То есть теперь коучинговые программы, они не только для коучей. It's now becoming something that people see will help them be successful in whatever path they choose. Потому что это то, что люди находят в этом ценность, потому что это то, что позволит им быть еще более успешными в любой из тех областей, того пути, который они выбирают. I'm teaching leaders coach to many companies around the world. Я преподаю программу лидеры как коуч во многих компаниях страны. And talking to top leaders about building coaching culture, Я говорю с лидерами о том, как создавать коучинговую культуру в компании, which is also growing in popularity. которая растет и становится еще более популярной. So I want to talk about the value of ICF membership, but I want to know what questions you have. Конечно же, я хотела поговорить о ценностях членства в ICF, но я бы хотела ответить на ваши вопросы сначала. About the whole history or mission or Есть у вас какие-то purpose of the вопросы, ICF? связанные с историей, с миссией, с видением ICF? В чате, Any questions? Есть ли какие-то у вас вопросы? Okay, so I am modeling coaching for you. I don't just say, okay, let's move on. I stay silent. Да, я как раз сейчас вот моделирую коучинг для вас. Я не говорю, мы честно пойдем туда. Я задаю вопросы и беру паузу. To make sure that somebody who has a question is uncomfortable, has time to think. Чтобы кто-то, может быть, у кого есть вопросы, чувствует сейчас некомфортно, взял время, чтобы See? подумать. That's why don't say, oh, no questions. Поэтому, Don't да, ever не do говори, что нет that. вопросов. У меня вопрос такого плана. Вы член ICF, To be member of the ICF and to be coach credential. как бы мы могли все-таки давать поддерживающие истории для тех, How кто can не we give support story to the people who are not becoming credential? Actually, I have a PCC level. И вот уровень PCC и Level начало of у меня PCC and the beginning of the совершенно coaching, that's разные two different процессы. processes. Вот сейчас я вижу ценность So now I и can see the метода value и для меня mentoring это for история certifications. ежемесячная. Я So on a ежемесячно monthly basis, поддерживаю I'm supporting my qualification, I'm taking люди, mentoring for которые не идут на сертификацию, people who они are not вряд ли going for the credential certification. I have a hypothesis, they're not taking как бы mentoring. мы могли So быть how can поддерживающей средой в we этом плане? support, how can we be support in that kind of area? We support people here. So let me see if I have your Подожди, question right. сейчас правильно ли я понял твой Это для вопрос? меня про чистоту So for коуч-позиции. me, it's about the clear the understanding of the coach position. Okay, I don't understand the Вопрос-то question. какой был? Да. So let me just Такой просто repeat it вопрос back. просто ваш. Okay, no. Let me Да, share what I think я I heard. сейчас поделюсь с тобой то, что я услышал сейчас. So I heard you say that you're wondering how you can support members that don't have a Я credential. услышал от тебя, как вопрос, как ты можешь поддержать всех членов ICF, у которых нет сейчас сертификации, That don't want a Скажем credential. так, которые не хотят сертифицироваться на ICPC. они по каким-то причинам еще туда не идут. For certain reasons, they are not going into that To way. credential, right. You don't have to have a credential. Да, нет необходимости, чтобы была эта сертификация. There's a lot of successful coaches who don't have credentials. Есть много успешных коучей, у которых нет подобного рода. They know how to market. Они не знают, как осуществлять свой маркетинг. And if they have expertise in other areas, they may not want a И credential. если у них экспертиза в какой-то другой области, возможно, им сертификация и не нужна. It's not required that you, as a member, that you get a credential. Нет необходимости тебе как члену требований нет таких, что тебе как члену ICF необходимо иметь сертификацию. So I, as a coach, would never want to push people into getting a credential unless they wanted it. Я бы как коуч, в принципе, никогда бы не подталкивал людей в том направлении, чтобы они получали сертификацию. Okay, so Но при этом, ну, как можно тогда спрашивать, при
этом вы говорите про But at the same time, you're talking about PCC and PCC. они Because coaches более at that level, they are more required. Exactly. Да, совершенно верно. Okay, but let's say you have somebody who was very well known as a consultant. Ну, например, да, поговорим о ком-то, кто очень известен как консультант. Like Marshall Goldsmith. Например, Маршей Рейнольдс. He doesn't have a credential. У него нет сертификации. He doesn't need a credential. И у него нет необходимости. He actually tried to get it and didn't pass. На самом деле он пытался получить, но просто он не прошел. Thank you. It's a wonderful story. There are others, Да, есть еще и другие. including Thomas Leonard. Включая Томаса Леннона. Margaret failed him. Маргарет. The credential represents that you are very good at the coaching process. Сертификация является подтверждением о том, что вы по-настоящему хороши в коучинговом процессе. But being an ICF member still represents that you have had a level of training. Но если вы являетесь членом ICF, это является подтверждением, что вас тренировали на определенном уровне, на определенном стандарте. That you understand again the distinction of coaching. И то, что вы понимаете само определение, саму суть коучинга. And you practice ethically. И вы являетесь практикующим этиком таким, в соответствии с этическим кодексом. But it's up to the individual whether they want to choose to go for a credential. Но это зависит от непосредственно человека, готов ли он идти дальше сертифицироваться или нет. I believe that it helps me professionally to have my credential. Я-то верю, лично я-то верю, что сертификация позволяет мне становиться еще более профессиональным. I think it also shows I believe in our profession. И это также является показателем того, что я верю в то, что я делаю в эту профессию. But if you decide it's not important to you, I'm not going to push you into Но it. если вы решаете для себя, что это для вас не важно, подталкивать к сертификации я вас не буду. I'm not going to tell you you need to be mentored. Я точно не буду говорить вам необходим ментор. Because that's not practicing. Потому что я практикующий коуч. We meet people where they are. Нам важно, чтобы люди были там, где они есть. What I don't like, А вот то, что я не люблю, if someone decides not to get their credential, то если кто-то вот решил не получать сертификацию, they should just say, I've decided for myself not to do it. я решил для самого себя, что я это делать не буду. What they should not do То, что они не должны делать, is say, oh, there's no value to the credential. они должны говорить, в ценности сертификации нет. And that's too bad, because that's what a lot of them do. И это вот нехорошо, потому что это то, что делают многие люди. I've had people say that to me before they realized who I was. Я слышала это от многих людей. It happened to me in January. И такое случилось со мной в январе. I went up to this woman, I said, oh, I hear you're a coach. И я подошла к одной женщине и сказала, о, я слышала, ты являешься коучем. She actually was an associate professor for Harvard. А на самом деле она была ассоциированным профессором в Гарвардском университете. And she immediately went into, yes, but I'm not a credential, ICF credential. И она моментально заявила сразу же, да, но я не являюсь сертифицированным коучем по стандартам ICF. I don't just ask people questions. Я не просто спрашиваю какие-то вопросы у людей. And after she went through this whole thing about why she's not a credential И coach, после того, как она прошла через весь описательный процесс, почему она не сертифицированный коуч, I said, you know, that's really fascinating. Since I'm one of the designers of the competencies, would you like to hear what you're missing in your definition? Вы знаете, я вот то, что я от вас слышал, поскольку я являюсь тем человеком, который является разработчиком стандартов ICF, я бы хотела вам показать, что такое стандарты, может быть, и то, чего вы лишаете себя. You know, and she actually was open to the conversation. И на самом деле она была очень открыта к этому разговору. And I had said to her, you're so successful, I understand why you don't need a credential.
but please don't say that it's bad just because you don't want it. Я прекрасно понимаю вас, что вы не хотите сертифицироваться, но, пожалуйста, не говорите о том, что это плохо, только потому, что вы не хотите проходить дальше шаги, связанные с этим. Не знаете. That would be how I would support people who don't have a credential. Это вот так, как бы я поддерживал тех людей, у которых нет пока сертификации. You can have your reasons for not having one, У вас могут быть свои собственные причины для того, чтобы не получать сертификат. but don't make me wrong for having one. Ну, пожалуйста, вот не дайте мне вот ошибаться по поводу всех. Because there's so much value Потому что там так много ценностей. in learning the competencies well enough to earn your credential. В том, чтобы изучать компетенции настолько глубоко для того, чтобы получать сертификацию, свою собственную. To be a master coach Для того, чтобы быть мастером коучинга, is a very powerful. это очень-очень сильная позиция. And I guarantee you that people who do not have credentials Я гарантирую вам то, что люди, у которых нет сертификации, are mostly practicing something else. по своей сути, они практикуют что-то еще, что-то другое. Наверное, об этом я и говорю. Actually, it's what I was talking about. But there's nothing you can do about it. Но вот с этим вы уже ничего поделать не можете. Yeah. Такая тонкая грань. It's a tiny Да, line если here. мы начинаем If we давить, start да, ты должен pushing получить, to это будет get вызывать It's, сопротивление, как будто это нам надо. It seems like we Right. need to have that. Just the same as when you coach. Это то же самое, когда вы как коуч, по сути. You push a Вы client, подталкиваете клиента вашего, try to lead them a certain пытаетесь, way, чтобы он начал действовать определенным путем по вашему лидерству. they resist you. И он начинает оказывать вам сопротивление сразу же. So we just invite people Таким образом, мы просто приглашаем людей. to explore a technology that would be helpful for them. Для того, чтобы они могли бы исследовать те технологии, которые могли быть поддержкой для них самих. И, собственно, это все. У нас есть вопрос из чата. We have a question from online. Маша, в чем вы видите преимущество членства Маша, для начинающих? What is advantage what's advantage of membership for the beginners Которые только начинают who обучаться. just start the education process? Okay, so let me go into the benefits. Хорошо, сейчас я перейду как раз к преимуществам. I am only sitting here because Я сижу здесь только потому, что ICF offers so many ways of meeting people from around the world. Потому что ICF дает такое колоссальные возможности встречаться людям по всему миру. Besides the global conference, Кроме глобальных конференций, which there will be one this year in Prague, которая in October, будет одна в Праге в октябре, there's community groups, есть еще сообщества, группы сообществ, committees, различного рода комитетов, and just different ways to, online, Facebook, I know you don't get LinkedIn. самых разных путей, таких как Facebook, онлайн. Я знаю, что сейчас у вас отключен доступ к LinkedIn, But you can if you have a VPN. но и вы можете зайти, если у вас есть VPN протокол. I recommend it because the ICF communities on Facebook, there's on LinkedIn, there are many and they're huge. There's thousands. Есть так огромное количество сообществ в Фейсбуке, которые соединены друг с In другом. LinkedIn, И в LinkedIn тоже. yeah. So I recommend you get a VPN and go on Поэтому я there. рекомендую вам подключить VPN, браузер и использовать LinkedIn. Will I get in trouble for saying that? У меня будут проблемы, если скажу про LinkedIn. If ever you're traveling to another country, look up the chapter and go to a chapter meeting. Куда бы вы ни приехали, в какой бы вы стране вы ни оказались, подсоединяйтесь к чаптеру ICF, приходите на их встречи, If you speak the language. если вы говорите, конечно, на языке. I work all over the world with coaches. Я работаю по всему миру с коучами. I built my business on my relationships with
coaches Да, I по met сути in the дела, я ICF. построила весь свой бизнес благодаря встречам с коучами по всему миру. Locally and globally. На локальном уровне и на глобальном. Okay, there's many communities of practice. Существует множество сообществ, практикующих коучей, Which are special interest groups которые входят в эти группы. that meet monthly. Они встречаются на ежемесячной основе. And if you don't speak the language, then start one in Russia. Даже если вы не говорите языке, вы можете создавать такие сообщества в России в том числе. There's people who coach doctors, Есть люди, которые работают с докторами в медицинском сегменте. people who coach educators, Есть люди, которые работают в образовательном сегменте, работают с учителями. have their own community of И у них есть practice. свои собственные комьюнити и группы сообщества практиков. Those who coach leaders, Есть коучи, которые работают непосредственно с лидерами, they share ideas, they и share они tools. обмениваются идеями, инструментами, методами. The thing you should never do is worry about people stealing your business. По сути дела, то, что вам, о чем вам точно не нужно беспокоиться, о том, что кто-то у вас украдет часть вашего бизнеса. Okay? We are here to support each other Потому что здесь мы находимся в ситуации, когда нам необходимо поддерживать друг друга and to share. и делиться. I have never felt that if I shared my ideas, somebody would steal my business. Я никогда не думал таким образом, что если я буду делиться своими идеями, кто-то возьмет и украдет мой бизнес. We get stronger and create more of a need for coaching in the world together. Напротив, мы становимся гораздо сильнее, мы создаем саму потребность в мире для коучинга, для развития коучинга. So communities of practice, I've spoken to many of them. They're amazing. They're amazing. Комьюнити — это пространство практики, и я говорил со многими сообществами, и они по-настоящему потрясающие. There's a reciprocal peer coaching program. Есть также еще программа по коучинг равных, да, коучинговых отношений равных, равных. So if you need to find people to coach, То есть, если вам необходимо найти людей, которые нужен коуч, you sign up to be a coach and to be coached. вы записываетесь в эту программу, чтобы быть одновременно и коучем, и коучи. To help you get your coaching hours. Для того, чтобы это позволит вам набирать ваши коучинговые часы в том числе. Again, I don't know if you have one in Russian, but you can start it. Не знаю, есть ли у вас такая программа сейчас в русскоязычном чаптере, но вы можете ее организовать. Она была 2 года. Я was there 2016. Okay, good. Very powerful. Да, это очень сильная программа. Продолжить. Should we continue? Yeah, the ICF is creating more and more programs online. ICF начинает вести все больше и больше программ онлайн. The science of coaching moved online. Наука искусства, да, коучинга перемещается все больше в онлайн. They have a business development program that's online. И программы, связанные с развитием бизнеса, которые онлайн. So people can access it all over the world. Для того, чтобы люди могли получить доступ к этим знаниям по всему миру. You know, there's a coaching registry, but you have to have a credential to be in the registry. Да, конечно же, есть вот эта программа Coaching Registry, но нужно иметь сертификацию коучинга для того, чтобы работать в этой программе. So that's one of the reasons you should join ICF and at least get your ACC. Это одна из причин, по которой важно присоединиться к ICF и получить свою сертификацию по уровню ACC. So if people are looking for a coach, they can find Для you. того, чтобы люди, которые ищут коуча, они могли идентифицировать и найти вас. If you need CEUs to get your credentials, Если вам необходимы часы обучения для того, чтобы получить сертификацию, there's webinars, есть вебинары, recorded events, они находятся в записи, есть различного рода мероприятия, and all
kinds of things that you can access archived. И самые разные элементы, которые вы можете получить доступ, так как они находятся в архивах. One of the greatest things that I think is an ICF benefit. А самая, наверное, такая вот великая вещь, которая является ICF как бонус, преимущество. Access to the research. Это доступ к исследованию. So ICF does its own research. ICF занимается своими собственными исследованиями. Looking at trends and why people want coaching. Наблюдая за этими трендами и пониманием, а почему люди хотят заниматься коучингом. But there's thousands of research studies that are archived that you can access from the ICF website if you're a member. Но есть тысячи научных исследований, к которым вы можете получить доступ, если вы являетесь членом ICF. So if you want to prove to a company the value of coaching, таким образом, если вам необходимо обосновать для компании ценность коучинга, you can find the research to support that. Вы можете найти там те самые исследования научные, которые могли у вас поддержать основание. Using the research portal. Для того, чтобы использовать портал, где есть исследования. Which it's fascinating what's there. И это просто потрясающе, то, что там находится. Now I like research, so I like the portal. Я очень люблю исследования, поэтому я очень люблю. But many industries, ROI, return on investment studies. Но многие индустрии, особенно когда касается возврата инвестиций, ROI, они поддерживают. So yeah, right now there's more than 2,500 research studies. На сегодняшний момент количество исследований, которые находятся на этом научном портале, составляет около 2500. So whatever you're looking for. Что бы вы там ни искали, практически все. There is a very strong, to say you're an ICF member means you adhere to ICF ethics. Также является очень важным моментом, когда вы говорите о том, что вы являетесь членом ICF, это означает, что вы следуете этичному кодексу. And if you ever see that there's a coach that does not, если вы когда-то видели коуча, который не следует этическому кодексу, then I encourage you to, there's a process within the ICF where you can report on ethical standards. Есть целый процесс в ICF, где вы можете заявить о том, что данная практика, она идет вразрез с этическим кодексом ICF. And they will do a thorough review. И таким образом данный человек, его будут рассматривать. And this is a totally separate group. It's not the ICF board. И это совершенно другая независимая команда. Это не ICF board, не ICF правление. It's a very select group that will do a very thorough look at if this really is unethical or not. Это действительно такая выбранная группа людей, которые рассматривают ситуации, связанные с этическим кодексом. So they investigate. То есть они расследуют. And they will take action. И они применят определенного рода действия. Because it's important that we stand for our ethics. Потому что здесь очень важно, чтобы мы стояли за свои этические стандарты. When, with over 30,000 members and more than 25,000 credentials, больше 30 тысяч членов и больше 20 тысяч коучей, у которых есть сертификация. know that that's a growing number, and if you aren't in that group, Эта цифра, она растет, поэтому если вы еще пока не в этой группе, you better be prepared to say why you're not. лучше для вас найти обоснование, почему вы еще не там. Because more and more clients will ask. Потому что все больше и больше клиентов будут вас спрашивать. For me, I believe that even just being an ICF member says you believe in the power of coaching. Для меня, на самом деле, быть членом ICF, это значит верить в силу коучинга. That you support this profession. Верить в то, что вы
поддерживаю эту профессию and the difference we're making in this world. и ту разницу, которую можно создавать в этом мире, для этого мира. I don't ask, well, what does the ICF do for me? То есть я особо не спрашиваю, а что ICF может, собственно, сделать для меня. I look to how can I be a part of the ICF? Я смотрю больше с точки зрения, как я могу быть частью ICF, So I can support coaching in the world. чтобы я могла поддержать коучинг во всем мире. By being an active leader with the ICF, Будучи активным лидером ICF, not for personal reasons, не особо по личным каким-то причинам, but because I believe in coaching. просто потому что я верю в коучинг. The benefit was it built me a global practice. А вот какие преимущества мне это дало, и благодаря ICF я стала таким международным практиком. Not because that's why I did it, И не потому, что я участвовал в создании, but because people know that I believe in coaching а потому что люди знают, что я верю в коучинг. and that it's not all about me. И это уже не только про меня. And that's what we do for each other. Это то, что мы можем сделать друг для друга. Okay. And also, let me see. I think I have other things. But what questions do you have? Есть какие-то вопросы, которые у вас есть сейчас? А в чате. А какой вопрос? Я спрошу его, да. Можно вопрос? Мы работаем с одним из They're родоначальников working коучинга. with one of their... Fathers coaching. Как там? One of fathers of coaching, Да. as they suppose. С Тимоти Болви. We're working with Timothy Gold. И его концепции внутренней And игры. his concept of the inner game. Каково ваше личное отношение к What's your внутренней игре и personal роли Тимоти Болви? Opinion regarding the game and the game concept and the role of Timothy Gold. What do you think about the game? Итак, вторая часть вопроса есть. And there is a second part. Мы бы хотели более Would тесно like, сотрудничать с ICF. have more closer collaboration with the ICF. Что вы думаете по этому What do you вопросу? think about it? What, the inner game? Да, In the game. по поводу внутренней игры и You know, таких both, I suppose. okay. Actually, Tim Galway was one of the first presenters. It was at the second ICF Global Conference. Вообще-то Тимоти Голви был одним из ключевых спикеров на первой конференции. He is a thought leader. То есть он такой лидер, да, лидер мышления. Sir John Whitmore was one of his colleagues, Джон Уитмар был одним из его коллег. who was very much a thought leader. И он тоже был таким лидером мысли. There isn't one model that represents coaching other than the competency. Да, по сути, нету какой бы то ни было другой модели, которая презентует коучинг, кроме компетенций. But there's a lot of philosophies and ways of thinking and tools Есть that we много can use to be a философских better coach. аспектов, есть много инструментов, путей, которые позволяют нам быть еще лучше как коучи. After you finish a coaching program, После того, как вы завершаете свою коучинговую программу, we're not done learning. мы не завершаем процесс обучения. And so that's why we seek out many different ways of how can I better my mastery of coaching. Поэтому мы продолжаем искать тот путь, как я могу быть еще более совершенным, как я могу стать мастером. Through mentoring, Через менторинг, through workshops, через различного рода семинары, through learning assessment tools, через обучение, через ассессменты, through people who are studying behavior change через and людей, learning from them. которые изучают процессы изменения поведения, можем чему-то учиться. So the inner game is just another way of helping us be a better coach. Внутренняя игра таким образом это то, что позволяет нам, та концепция, которая может позволить нам быть еще лучшими коучами. But the ICF never promotes one way over Но others. ICF никогда не занималась промоушеном, что один путь, он лучше, чем другой. Okay, because they want to invite everyone who can help us
be better coaches. Потому что мы бы хотели пригласить всех, кто хочет стать еще лучше. It's why I continue to research and write. Именно поэтому я продолжаю свои исследования, продолжаю писать. The best coach is the one that knows they don't know everything. Но самый лучший коуч – тот, который понимает и осознает, что он многого-то и не знает. Which helps me to be open to learning more and more on it. И это позволяет мне быть более открытой и учиться дальше. Все время. Did I answer the question? Or was there a part 2 to the question? Или там был второй вопрос? Чат. Ты слышишь? Это Это был был вопрос из чата, и я сразу задала обе части. Yes. Was there a part 2 to the question? Второй вопрос. Там вторая часть была уже там. Вторая часть уже там. The second part will include. Okay. Можно отсюда вопрос задать? I would like to ask the question for my... Какое видение развития у ICF есть? What is the vision of ICF? What kind of vision ICF have right now? For what? Если мы смотрим вперед, развитие ICF сейчас 30 тысяч членов. Like right now we have 30,000 members. Какое стратегическое What is видение? the strategic vision of ICF? I don't know if they have a number in mind other Честно than говоря, 100,000. не знаю, может быть там сотни тысяч. Because the ICF is a non-profit professional association, ICF является некоммерческой организацией. their desire is always to grow И, membership. конечно же, желание ICF всегда это то, чтобы количество членов ICF росло. But we balance it with it has to be the right number. Но мы хотели бы придерживать здорового баланса для того, чтобы это были вот те самые члены ICF. So I don't know if they have a number in mind of how many members in the country. С точки зрения чисел я не могу сказать, сколько и по странам, какие есть планы по количеству членов ICF. But I do know that they intensely work on improving the credentialing process. Потому что я знаю, идет работа сейчас над улучшением процесса сертификации, The accreditation of schools. аккредитации школ. In the future, the CEU process will be more rigorous. Также еще CCU процесс, это CCU. Yeah. Да, также будет еще более. They're developing things to bring more thought leadership into coaching. So investing more in research. Идет все больше и больше исследований, идет фокус на создание концепции лидерства, лидер мышления. And really looking at how can they support internal coaches, since that's a growing piece. И также еще ищем возможности, чтобы поддерживать внутренних коучей, потому что данная часть она растет. And it's likely at some point in the future there will be like an internal coach certification. И, возможно, в будущем также будет специальная программа, которая будет сертифицироваться внутренним коучем. Because sometimes it's harder for them to get, since they're not doing it for a living, it's harder for them to get a credential. Поскольку они делают это для себя, не как профессию жизни, для них иногда бывает сложно получить сертификацию. So the ICF wants to serve their members. Поэтому, то есть, таким образом, ICF заинтересован в том, чтобы поддерживать и обслуживать своих членов. Particularly if they're not entrepreneurs. Возможно, даже что они не являются предпринимателями. So there will be more focus on corporate coaching and Таким образом, идет фокус на корпоративном коучинге и поддержка коучей, которые работают в корпоративном сегменте. Okay. That's what I know of the strategy, more so than the specific growth numbers. Это вот то, что я знаю сейчас по поводу стратегии, по цифрам я скажу. I do know that they do look at regions and choose different areas to help promote coaching. То, что я знаю, они смотрят на страны, на разные области для того, чтобы делать, так называемый промоушен, усиливать узнаваемость коучинга. Asia right now is a hot spot. Азия, например, является сейчас таким очень горячей точкой, такой ключевой.
looking at growth there and in Africa. Африка также является. So different board members will have their own regions that they want to support too. Таким образом, у разных членов Совета директоров есть разные регионы, которые они могли бы поддержать. The current ICF chair lives in Thailand. Ну, текущий, например, ICF лидер ICF, он, например, из Таиланда. So he has a big interest in Asia, growth in Asia. В Азии есть очень большой интерес, большой рост. And it is growing fast. И рост идет очень быстро. I am on faculty in a program in China. Я также сейчас преподаю программы на факультете в Китае. It's just amazing, hundreds of students that come through the school. Это просто потрясающе. Сотни студентов, которые идут обучаться в школу. And they all want credentials. И они все хотят быть сертифицированными коучами. In Asia, credentials, you must have credentials. В Азии вот так, ты должен, что сертификация должна быть. So, and that's a good thing for us. И это хорошая такая вещь для нас. Yeah. Есть еще здесь вопросы или вопросы? Какие есть вопросы? Вопросы точно есть. Regarding the perspectives of development of the vision. Больше сейчас слышала про задачи, которые для поддержки самих коучей. Чуть-чуть вот коснулись истории про популяризацию. Regarding the awareness of the coaching and popularization of the coaches. What is the vision for that direction? How can we popularization and rise awareness of the coaches? What is your vision? Maybe the people I'm not sure. Именно про что предполагается, ну, как вот Маша, например, видит, да, и основатели, так сказать, отцы-основатели, да, ICF, по поводу того, как популяризировать вообще сам коучинг, способствовать его узнаваемости в мире. How can we raise awareness of the coaching all over the world? How can we raise awareness of the coaching all over the world? Visibility. How can we make coaching more popular all over the world? Your vision and vision of the ICF. Okay. That's why ICF spends so much money on research. Именно по этой причине ICF тратит такое большое количество на исследований. To demonstrate the value. Для того, чтобы продемонстрировать ценность. Like the ROI studies. The return on investment. Например, да, ROI, да, return on investment, возврат инвестиций. There's many studies they have that show coaching helps team functioning. На сегодняшний момент есть очень много исследований, которые показывают о том, что коучинг поддерживает команды, чтобы они функционировали еще лучше. Increased engagement in companies. Для того, чтобы увеличить вовлеченность. Improves communication. Улучшить коммуникацию между людьми. They've actually tracked coaching to financial return. Также еще есть показатели, которые показывают то, что коучинг, инвестиции оправдывают себя. Reduce turnover. Они позволяют увеличить товарооборот. Customer satisfaction. Клиентский сервис. Есть увольнение, да, спасибо. So I believe that's one of the best ways we can increase the values by sharing the research. Я верю в то, что мы можем усилить коучинг, его ценность, работая с этими исследованиями. So it's not just, oh, I think it's a good thing. Это вот не то, что там, коучинг это такая хорошая какая-то вещь. We now have 20 years of research. У нас есть 20 лет исследований. That demonstrates results. Которые показывают результат. Okay, I think that's helpful. Я думаю, это вот то, что поможет. Many chapters do community events. В многих чаптерах, где создаются различного рода мероприятия для членов. Like our chapter in where I live. Например, тот чаптер, где я живу. We'll do a coaching day with the Small Business Association. Проводят коучинговые дни с малым бизнесом. Where they'll
give free coaching to small где business коучи owners. дают бесплатные сессии для собственников малого бизнеса. But they let the media know. Но они делали это так, что средства информации, они об этом знают. So they can write it up. И таким образом появляются статьи. That they're doing a free coaching day. Потому что если они проводят такой бесплатный коучинговый день, some of those small business owners may become large business owners. Может быть, кто-то из малого бизнеса может стать владельцем среднего и большого бизнеса. I know that when there's been some difficult events that happen. Я знаю, что были разные сложности, такие ситуации, события в сообществе. You know, the local chapters will offer to provide coaching for people. Например, локальный чаптер решает предложить коучинг для людей. You know, you have chapter. So in the Philippines. Ну, например, у вас есть чаптер, например, в Филиппинах. The past president of the Philippine chapter. Предыдущий президент чаптера Филиппинов. He's amazing. Совершенно потрясающий человек. He had asked me a couple of years ago to speak at their coaching conference. 2 года назад он просил меня выступить на одной из коучинговых конференций. And I said yes. И я сказал да. And he said, oh, there'll be, you know, 100 to 200 coaches. Он сказал, там будет около 100-200 коучей. And we're going to invite members of the community. И также мы пригласим еще различного рода представителей сообщества. We're going to go after all the HR leaders. Мы пригласим HR-лидеров, and company owners, собственников компаний, and trainers. И тренеров. And so I figured, oh, maybe 300 people. Ну и будет порядка 300 человек. When I got there, there were more than 800 people. А когда я приехал, там было 800, даже более. And only 100 of them were coaches. И только 100 из них были коучами. He had done such a good job. Он сделал настолько хорошую работу. Of saying, I have leaders from around the world. Что он сказал, вот у меня лидеры со всего мира здесь представлены. They're going to talk about all these, you know, great topics. You should come. Они будут говорить по-настоящему замечательные темы. Тебе просто необходимо приехать. And so all these people were very interested in the speakers, and then became interested in coaching. И все эти люди, им было очень интересно послушать спикеров, которые там были, и, конечно, было очень интересно узнать о коучинге. He's having another one this November. И также у него сейчас планирует еще одно мероприятие в ноябре. I'm speaking again. И я буду там спикером. But I'm better prepared. Но я подготовлюсь уже лучше. For a large audience. Для того, чтобы работать с большой аудиторией. So yes, have coaching events, but but make it attractive. Да, есть различные коучинговые мероприятия. Давайте создавать эти ивенты привлекательными для того, чтобы туда приходили лидеры компании. Make it for them, not for the coaches. The Делайте coaches will show мероприятия up для них, anyway. а не для коучей. Коучи появятся сами по себе. Right? Да, не просто. Yeah. Yeah, and he's really grown the chapter. It's amazing. Да, вот рост чаптера, это по-настоящему видеть рост чаптера, это завораживает, это восхищает. So I've been to a number of conferences in Singapore, Я in была на самых China, разных конференциях в Сингапуре, в Китае, where again they focused it on business topics, not coaching. и они, еще один момент, они все были сфокусированы на бизнесе, на тему, которая интересна бизнесу, не коучу. But presented by credentialed coaches. Но представлены они были через аккредитованных сертифицированных коучей. And supported by the chapter. И при поддержке чаптера. And if you do that, И если вы начнете действовать таким образом, then you can apply to the ICF for some financial вы support. можете также заполнить и запросить поддержку ICF, финансовую поддержку. And they will be there to support that event. И эта поддержка будет оказана для того, чтобы поддержать данную инициативу, данное мероприятие. That's how you do it.
Это вот тот путь, которому можно следовать, как это можно сделать. Thank you. Еще вопросы с чата можно? One more question from online. Когда идет обучение коучингу, там есть отработка навыков. During coaching education, there is a certain practice when you can work with the skills. Как в онлайн-программах можно отработать навыки? How it's possible on online courses To work out skills, to sharpen coaching skills. Not face to face. Not face to face, not offline. You mean live online or Yes, recorded? it's like versus live online. No. So if it is offline, it is like face to face. Online, what is the way? Both. Okay. Well, you know, recorded. Okay, so I have, if you go on my YouTube site, Если, например, вы зайдете на мой YouTube канал, you will see I have there 2 demos. там у меня есть несколько демонстраций. Okay, is it of value to watch them? Является ли ценностью посмотреть? Sure it is. Конечно же. I talk about what I'm going to do before, Я говорю о том, что вы будете делать до этого. and there were thousands of coaches that watched. И там есть тысячи коучей, которые смотрят. So I answer questions after. И я после этого отвечаю на вопросы. Just like you learn anything else, it's of value. Точно так же, как вы изучали бы что бы то ни было. Это несет. I recently had a woman want to go for her MCC. И не так давно у меня была женщина, которая хотела получить свой MCC. You know, the guidelines changed at the end of February. Знаете ли, гайдлайны изменились в конце февраля. So she hired me in December to get all her mentoring in. То есть она наняла меня в декабре для того, чтобы пройти через все менторинг сессии и получить. And so she could apply. И таким образом она могла And she was just an пойти на ACC. MCC. Сейчас она ACC. А она отвечала с ACC. And so I doubted it. I doubted she could go to То MCC. есть я реально не поверил, что она может стать MCC. But she watched my demos, read my books, Вот то, что она сделала, она посмотрела мои демо-сессии, прочитала книги мои. practiced everything. And when I mentored her, she listened and she took it in. То есть она практиковала все, она, когда была ее ментором, она все впитывала и выбирала самое лучшее. And each recording she sent me, it was amazing how much better she was. И каждая запись показывала, как лучше и лучше она становилась. And you know, she may get her MCC. И знаете ли, она получила свой MCC. She trusted it. Она верила в это. And so there's much you can learn outside of the classroom. Ведь есть много того, что вы можете выучить, находясь за рамками класса. Life is best. Жизнь является самым лучшим учителем. Живую. Yeah. You know, to actually be there, to experience it in real time, to practice. Лучше, конечно, да, вживую, для того, чтобы быть и получать этот опыт, To get feedback right away. получать сразу же непосредственно обратную связь. But online, you know, if it's live online, it's Если just as good. живая программа онлайн, это хорошо, так же хорошо, как... I coach many people around the world through Zoom. Я, например, являюсь коучем, который работает со многими клиентами через Zoom. In China, I coach a woman through WeChat. В Китае я работаю с женщиной через WeChat. With a translator. С переводчиком. It works. И это работает. So there's so many ways for us to connect these days. Таким образом, на сегодняшний момент существует масса путей, которые могут позволить нам соединяться друг с другом. So online live is second best. Так что онлайн это следующий такой наилучший вариант обучения.
I think the online coaching mentoring program I do with Svetlana works really well. Менторинговые программы, которые мы делаем с Светланой, они по-настоящему хорошо. Yeah, you know, Галина также. this last one, yeah, everybody got so much better, didn't they? И все стали еще лучше, не правда ли? By the end, I was like, oh my God, you're coaching, you're so good. А в конце уже было, боже мой, какой у тебя потрясающий коуч. You know, because they were Хорошо коучишь. willing to learn. Потому что там была страсть и желание обучаться. It was really good. И это по-настоящему хорошо. Okay, what else? Хорошо, что еще? Времени остается мало. Давайте Time is используйте running, минуту. Sветлана said, let's use this time, our time. Что помогало проходить What кризисы assist you to go through crisis in ICF Global? How do you pass through the crisis in ICF Global? Yeah. You mean local? Локальный, Global. глобальный, global crisis. Well, what's global? What global crisis? ICF Global, what kind of, maybe you have some crisis in ICF Global, what helps you to get through that? I don't understand. Были там какие-то кризисы? Нет, там не было кризиса. Нет, там в самом начале она рассказывает. Но в самом начале я поняла, в принципе, я понимаю систему выхода, как она есть с помощью этих. Она спросила про локальные чаптеры. Локально она может рассказать из своего опыта. Давайте это про локальные. Нет, просто хочу ответить, что у Global, просто как они в самом начале решили, потому что она очень вещь ментальная, дальше они выстраивают стратегию и двигаются вперед. И решают вопросы, да, как вместе. Если речь идет о локальных, которые находятся на расстоянии, да, Global, вопрос об этом, как локальных чаптерах решается из опыта Марша, да? С локальным, согласна. И какой тогда вопрос? Ну, про локальные, как решались в ICF Global локальные какие-то What is the best way in ICF Global how to find solution for the local crisis? In local chapter. Maybe you have some models. Chapters. Well, I mentioned this already. There's a process. То, как я и говорила, есть определенный процесс. Yeah, you follow the process. Следуйте процессу. You always work with your regional person first. То есть у вас есть региональный лидер, да, через который. Okay, and then they can escalate it. И после этого этот вопрос эскалируется. And if you feel they're not doing it, then you know there's a way of then you go to the next level. А если вы чувствуете, что это не работает, всегда есть путь, который позволяет вам выйти на следующий уровень. Okay, but generally they will look into it for you. Но обычно решение-то они для вас находят. But you must report it. Самое главное здесь это то, что вам необходимо, собственно, написать об этом. And get you know more than one person to say this is the problem. И сделать так, чтобы, возможно, более чем один человек сказал о том, что да, у нас есть такая проблема. The more they feel that it's affecting the membership, the more important they will make it. Тем больше есть понимание, что данная проблема затрагивает интересы членов чаптера, тем больше будет оказано. But again, you want to be very specific as to what is the ethical violation. Но здесь нужно быть очень таким внимательным, что является этическим. Okay, and with the number one ethical violation being that you should never promote your own business. Да, это также является одним из этических таких важных дополнений, что вы не имеете права делать промоушен своего собственного бизнеса. If you hold a leadership. Если у вас есть позиция лидера в ICF. And there should be, every chapter should have people from many different schools and. И важно, чтобы в каждом чаптере были представлены разные люди из разных школ. So there was a chapter recently shut down in China. Не так давно один из чаптеров был закрыт в Китае. Because it was just being run by one school. Потому что он был запущен одной школой. And it was, you know, they weren't allowing other schools. И они не позволяли другим школам заходить в этот чаптер. And ICF just shut them down. И ICF просто закрыл этот чаптер. There's now a new chapter there. Теперь там есть новый чаптер.
that's much more open который гораздо более открытый and inclusive. и включающий в себя. In my own state, С моей личной точки зрения. в моем штате, В моем штате. Ты, господи, my own state, в моем штате. where I live. Там, We где я живу. had 3 chapters start and die. У нас 3 чаптера стартовали, и 3 чаптера... Because the leaders were very self-serving. Потому что лидеры были заняты сами собой. Finally, 4 MCCs got together И, наконец, 4 МСС собрались вместе and said, let's start a и strong сказали: chapter. слушайте, а давайте создадим по-настоящему сильный чаптер. And they ran it for 2 years И они возглавляли его на протяжении 2 лет. till it could stand on its own До тех пор, пока этот чаптер не стал существовать уже сам по себе. and have a regular election И они process внедрили процесс, регулирующий выборы, that was open to all members, которые позволили быть открытыми, прозрачными для всех членов, have strong events, чтобы были сильные мероприятия. and it's a very good chapter. То есть это очень-очень хороший чаптер. But it wasn't always. Но он таким не был всегда. And another violation is if you have a chapter leader that doesn't say good things about ICF. Но еще есть такой момент, когда лидер чаптера не говорит ничего хорошего про ICF. Нарушение. As a chapter leader, you should be encouraging people to join То есть ICF. как лидер чаптера нужно вообще, по идее, вдохновлять людей в том, чтобы они присоединялись к ICF. ICF is supporting you. Потому что ICF это то, что поддерживает тебя. You need to support them. И тебе нужно поддержать их. So if the leaders don't support ICF, they shouldn't be leading an ICF chapter. Поэтому если Go lead something else. лидер не поддерживает ICF, не нужно быть лидером этого чаптера. Нужно возглавить что-нибудь еще. Можно я добавлю? Хочу сказать, что здесь, конечно, надо всегда помнить, держать в уме и помнить, исходить из основного смысла организации. Это не коммерческая организация. И лидеры выдвигают себя сами, как волонтеры. Это не бизнес-организация. И когда они исходят именно из служения этой идеи, этой миссии, и объединяют вокруг людей, которые с этой же целью входят в совет директоров или становятся лидерами, то тогда фокус работы именно на расширении членства, на то, чтобы продвигать и помогать членам. Это членская организация. И вот из этого надо помнить, да? Именно поэтому существует кодекс этический для лидеров, да, за что они берутся. И очень хорошо для себя взвесить, готов я 2 года отдавать в служении, работать на эту миссию. И вот здесь как раз появился вопрос, который немножко связан с этим. Ты читаешь? Я зачитаю сейчас. Если пока я не член ICF, но горю любовью и верой в коучинг, какие есть возможности для меня быть причастной к деятельности сообщества? What kind of possibilities that for me, so I could be to serve the community? Чем могу быть полезным? How can be useful for the community? By not being an ICF member, I don't understand. Да, by not being, Может быть, в служении не вступая в член ICF, Какие но помогать. возможности нет для членов ICF? Become an ICF member. Стать членом ICF. Go through coach training. Да, пройти программу тренировки. So you know what you're doing. Знать, чтобы знать, что ты делаешь. So you know you're really coaching and representing ICF. Для того, чтобы знать, что такое коучинг и представлять коучинг по стандартам ICF. Okay, because otherwise, again, you may be doing something else. Потому что в другом случае, может быть, вы делаете что-то еще. And as soon as
I never join a professional association unless I know I'm going to be active with them. Я никогда не присоединяюсь к профессиональное сообщество, если я не понимаю эту суть и не работаю вот так, как это делают они. Okay, because it's a waste of your money if you just join and you're not active. Потому что это просто напрасная трата времени, если вы просто присоединились и не являетесь активным членом сообщества. Идея, да. And then you say, well, ICF doesn't do anything for me. И потом вы говорите, ICF для меня ничего не делает. But that's because you haven't done anything for the Но это ICF. потому, что вы ничего не сделали для ICF. Join committees. Присоединяйтесь к комьюнити. Get involved with leadership. Вовлекайте лидеров. It will come back to you 10 times. И возврат будет в 10 раз больше. You will meet other coaches. You will do work together. У вас будет возможность встречаться с другими коучами для того, чтобы работать вместе. Make a difference in the community. Вы сможете создавать разницу. And you'll learn, continually learn to be a better coach. И у вас будет возможность постоянного обучения для того, чтобы становиться еще лучшим коучем. Okay, so get active. That's the best thing you can do for yourself. Самая лучшая вещь, которую вы можете сделать для самих себя, это быть активным. Okay, and with that, I think we're done. И вот с этим, я думаю, как раз-то мы и завершаем. Спасибо. Если остались какие-то вопросы сейчас короткие, мы можем, наверное, закруглить, или давайте оставаться в онлайне, в чате, и продолжим наше сотрудничество, коммуникации, да, для того, чтобы делать лучше наше представительство, которое вот уже почти относится к самым большим. Есть или какие вот ваши пожелания есть? Что вы получили от сегодняшней встречи? Кто хочет поделиться? Кто хочет сказать? У нас такой молчаливый выпуск. Да, Света. Я получила эмоции, вдохновение. Спасибо за такую очень яркую, эмоциональную подачу, которая вдохновляет. Спасибо. Да, Наташа. Мне тоже вдохновение, потому что я как начинающий еще учащийся коуч. Мне очень важно понимать, что это целая глобальная организация, в которую я тоже могу вступить и развивать потенциал во всем мире. Спасибо. Да, Ощущение причастности. Причастности к мировому. Да, коучинг – это глобальная профессия. Есть еще? Есть новые идеи. У нас тоже идеи появились. Есть что-то еще? Так, Катя, приветствуем из Хабаровска у нас здесь. Я поняла, что важно сохранять историю, ну, например, историю про то, как закрыли чаптер в нужной стране, открыли, да, поделились видео. И мне там такая мысль, мне первое призвание историческое, что там с летописью ICF России, но пока мы еще не успели растерять важную факту, похоже, пора писать летопись. Да, обещаем, начнем, да. Начнем гордиться и осознавать какой-то пройденный опыт. Спасибо. У меня тоже такое вот ощущение соединенности. Благодаря тому, что у нас в онлайне очень много участников, и мы понимаем, что мы единое сообщество во всей нашей стране. Более того, русскоговорящие коучи из других стран тоже подсоединились. И, может быть, эта встреча станет таким поворотным моментом в осознанности того, что нас много, что среди нас много профессионалов. И я все-таки, может быть, это не совсем... Я за то, чтобы именно у нас в нашей стране было больше аккредитованных, сертифицированных коучей, чтобы был этот знак, да, признания профессионализма. Потому что, как в любой новой профессии, очень много такого серых, да, вот, предложений, и очень важно нашим клиентам иметь возможность отличать, где есть профессионал, а где нет. Поэтому мы фокусируемся на этом, но мы никого не пушим, да, никого не давим.
А вот очень важный мне вопрос, Светлана, тоже был, вот как через менторинг помогать людям расти профессионально и приобретать вкус, да, к тому, чтобы получать свою аккредитацию, да, свою сертификацию. Я всегда говорю, это вы же не идете в институт учиться, чтобы потом гордо выйти без диплома. Да, а говорит, что да, я всему этому научился. Поэтому для нас это очень важно. И мы будем продолжать вот в этом направлении. Я думаю, что эта встреча даст очень такое сильное воздействие, да, и воодушевление к тому, чтобы мы все продлевали членство и были действительно вот в этом едином пространстве, расширяли его вместе. Очень благодарны всем, кто пришел, кто участвует, и будем поддерживать связи. Благодарим Нелю Шумилову за то, что она выступила. Это наш будущий президент на следующие 2 года. Будем вместе развивать наше сообщество. Помните, что ICF – это членская организация, где голос каждого важен, и он учитывается. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, да, спасибо Международной академии коучинга за организацию, это наш первый опыт, да, когда мы одновременно делаем онлайн. И добро пожаловать к нам. Мы всегда можем устраивать такие встречи, которые нужны для всех, для продвижения. Спасибо.